Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Посмотрите, какие яркие, очаровательные мини-кукурузы мы сегодня с вами сделаем. Даже если вы никогда не вязали, это прекрасный повод освоить самое простое, базовое вязание крючком. Для работы нам понадобится плюшевая пряжа. Из 60 метров пряжи получится 3 кукурузы. И крючок размером 3,5 мм. Делаем первую петлю. Разворачиваем крючок. Подхватываем рабочую нить, провязываем. После этого набираем 14 воздушных петель. Соединяем цепочку из воздушных петель. Вводим крючок в первую петлю, подхватываем рабочую нить, провязываем столбик без накида или полустолбик. Далее провязываем столбики без накида в верхней части всех воздушных петель. Вяжем первый ряд, ориентируемся на хвостик нитки, оставшийся внизу. Первый ряд провязан, мы довязали до ниточки. Если вы с этим справились, дальше все еще проще. Вяжем, двигаясь по кругу. Провязываем такие же столбики без накида, вводя крючок не в петлю, а под нее. Таким образом провязываем 10 рядов. Ряды считаем от ниточки, оставшейся внизу. Вяжем 11 ряд. В этом ряду мы начинаем немного сужать вязание. Убираем петли. Пропускаем одну, крючок вводим в следующую. В 11 ряду мы пропускаем 2 петли. Провязываем несколько столбиков, чтобы пропущенные петли находились примерно симметрично. Пропускаем вторую петлю. Одиннадцатый ряд закончился, мы довязали до ниточки. Вяжем 12 ряд, здесь пропускаем всего одну петлю. И 13 ряд, здесь также пропускаем одну петлю.
Кукурузная шубка готова. У меня на нее уходит примерно 10-15 минут. Заполняем ее наполнителем. Низ собираем на нить. На бумаге начертим круг диаметром 7-8 сантиметров. Для головы используем эластичный трикотаж натурального цвета. Вырезаем. Собираем на нить. Плотно заполняем наполнителем. Пришиваем голову. Нарисуем личико. Глазки прошиваем черными нитками. Также я буду использовать перманентные маркеры и акварельные карандаши. Вяжем шапочку. Делаем все точно так же. Делаем первую петлю. Провязываем цепочку из 14 воздушных петель. Соединяем ее.
Провязываем столбики без накида во все воздушные петли. Переходя на второй ряд, провязываем столбики без накида под петли. Для шапочки нам нужно провязать всего 3 ряда. Пришиваем шапочку к голове. Край собираем на нить. Для объема можно добавить немного наполнителя. Далее из любых тонких ниток, я использую полушерсть, сделаем кукурузные рыльца. Из фетра вырежем листья. Края обрабатываю зажигалкой. Желтым карандашом нарисую прожилки. Приклеиваем листики. Приклеиваем низ и точечно в необходимых местах.
Низ кукурузы закрою основой из фетра диаметром 3 см, благодаря чему кукурузу можно будет поставить и она не будет падать. Из таких же тонких ниток натуральных оттенков делаем кукурузные рыльца на шапочке. Протягиваем пряжу между вторым и третьим рядом. Завязываем. Выравниваем нитки. Вот такая аппетитная, мягкая, нежная кукуруза у меня получилась. А вы любите кукурузу? Благодарю за внимание, скоро увидимся. Пока!